Про аварию, которая вошла в историю как Кыштымская, в нашей стране знают плохо, даже на самом Урале. А между тем, это самая крупная радиационная авария своего времени и третья по величине за всю историю, после Чернобыля и Фукусимы. Но в городе Кыштым не было ни атомной электростанции, ни заводов, где бы работали с радиоактивными веществами. Более того, город даже не был загрязнен радиацией. Все верно, ведь в Кыштыме не было аварии. Но тогда где? В сентябре 1957 года на Урале произошел взрыв на химическом заводе. Он привел к радиоактивному загрязнению очень большой территории и долгой ликвидации последствий. Но сперва надо разобраться, как могла произойти эта катастрофа и как вообще связаны химический завод и радиация. Все началось во время Второй мировой войны, когда в США и Германии появились проекты по созданию ядерного оружия. Благодаря разведке это стало известно Сталину. И в марте 1942 года по его указанию в СССР началась работа по созданию своей атомной бомбы. Нужно было построить ряд заводов, которые бы производили начинку для этих самых бомб. Для создания атомной промышленности советское руководство выбрало Урал. Там, например, появились такие города, как Новоуральск, Снежинск и Лесной. А для строительства первого в СССР предприятия по наработке плутония в военных целях была выбрана площадка на Южном Урале. Так в 1945 году и был основан государственный химический завод «Маяк». И рядом с заводом появился закрытый поселок Челябинск-40. Сейчас этот город называется Озерск. Именно здесь создавался плутониевый заряд для первой советской атомной бомбы. Во время работы завода образовывались отходы, которые надо было куда-то девать. Можно сказать, что тогда пионеры ядерной отрасли только учились, как обращаться с радиоактивными веществами. Не было полного представления о влиянии радиации на здоровье людей и животных. Поэтому изначально радиоактивные отходы сливались в ближайшую реку Теча. Но уже позже, с накоплением знаний о вреде радиации, отходы начали сбрасывать в озеро Карачай. Оно для этого хорошо подходило, так как было бесточное, то есть вода из него не вытекала. Это помогло остановить загрязнение рек, но использование Карачая не могло продолжаться вечно, и было принято решение о создании специальных сооружений для более безопасного хранения отходов. Эти емкости часто назывались банками. Они находились под землей. Для этого вырывали котлован глубиной 10 метров, сверху накрывали металлическим куполом и 1,5-метровым слоем бетона. Они хорошо защищали окружающую среду от радиации, если бы не одно «но». Из-за высокой радиоактивности вещества выделяли тепло, а избыток тепла мог привести к взрыву. Поэтому была создана система охлаждения. По технологии емкости постоянно охлаждали циркулирующей водой, но еще в 1956 году трубы стали подтекать, и поэтому их просто отключили. За год не было предпринято никаких действий, чтобы починить систему. Радиоактивные отходы нагрелись и начали концентрировать сильно взрывчатые соли. И произошло то, что должно было произойти. 29 сентября 1957 года прогремел сильный взрыв. Взорвалась банка номер 14, в которой содержалось около 80 тонн высокорадиоактивных отходов. Емкость из нержавеющей стали была полностью разрушена. Бетонное перекрытие весом в 160 тонн отброшено в сторону на 25 метров. В радиусе 3 километрах в зданиях выбило окна. Но, конечно, самую большую опасность представлял не взрыв, а находившиеся в нем отходы. В атмосферу из емкости было выброшено около 20 миллионов кюри радиоактивных веществ в виде аэрозолей и газов. Для сравнения, на Чернобыле было выброшено в 19 раз больше, но при этом на Урале было больше долгоживущих элементов стронций-90 и цезий-137, период полураспада которых около 30 лет. Это и делает аварию на маяке самой крупной в истории после Чернобыля и Фукусимы. Столб дыма и пыли, который поднялся на высоту до 2 километров, мерцал оранжево-красным светом. Это создавало иллюзию полярного сияния. В газете «Челябинский рабочий» на следующей неделе появилась заметка, в которой говорилось, что это и было северное сияние, и что его можно будет наблюдать и в будущем. Но, конечно, это не было северным сиянием. Это было то, что впоследствии назовут ВУРС – Восточно-Уральский радиоактивный след. Полностью процесс его формирования закончился в течение 10-12 часов после аварии. Общая протяженность следа составила примерно 300 километров в длину и 10 километров в ширину. Удивительно, но Озерск, находясь в непосредственной близости, почти не пострадал от радиации. В эти дни ветер был северо-восточный, и все загрязнение произошло там. В ВУРС частично попали Багаряк, Каменск-Уральский, Камышлов, Пышма, Пионерский и десятки маленьких сел. В территорию сильного загрязнения вошли 87 деревень с населением 21 тысяча человек.
После аварийная ситуация была очень сложной. Не хватало кадров, оборудования и даже дозиметров. Отсутствовало четкое понимание природы радиоактивной опасности. И вся эта деятельность происходила в условиях строжайшей секретности. Стоит заметить, что химзавод при этом не останавливался ни на минуту. В первую очередь взялись за территорию завода. Во-первых, здесь находилось 90% выброшенной радиации. Во-вторых, в результате взрыва оказалась полностью разрушена не только 14-я емкость, но и серьезно пострадала система охлаждения в соседних хранилищах. В любую минуту могла произойти еще более страшная катастрофа. В то время не имелось еще специально подготовленного и опытного персонала, способного быстро осуществить ликвидацию последствий аварии. Поэтому справлялись буквально с тем, что имелось. Использовали поливочные и пожарные машины, бульдозеры и автогрейдеры. Дороги мыли специальным раствором или просто обыкновенной водой. В зоне загрязнения вырубали деревья и отвозили их в ямы-могильники. В наиболее загрязненных местах снимали слой почвы до 20 сантиметров. С разных частей страны свозили солдат для ликвидации последствий. Для них были разработаны специальные нормы времени в радиоактивной зоне. Но на деле они почти не соблюдались. Время шло, и необходимо было принимать меры по спасению населения из загрязненной местности. В первую очередь из зоны поражения вывели военнослужащих и заключенных. Уже через неделю было принято решение эвакуировать жителей 4 населенных пунктов в радиусе 22 километров. С общим числом жителей почти 1400 человек. Все дома были снесены, домашний скот убит и захоронен на месте, в вырытых траншеях. Эвакуация была запоздалой из-за проведения учета и расчета стоимости мероприятий. К тому времени жители уже успели получить приличную дозу облучения. Были изъяты и захоронены тонны зерна и других продуктов. Спустя 3 месяца было принято решение отселить жителей еще 4 населенных пунктов. Через какое-то время еще несколько населенных пунктов, а потом еще и еще. Таким образом, в течение 2 лет было отселено почти 13 тысяч человек из 23 населенных пунктов. Вся служебная переписка об аварии имела гриф «секретно» или «совершенно секретно», даже по вопросам, касающимся здоровья людей. Отчетливо прослеживается линия на то, чтобы скрыть от общественности сам факт аварии, ее масштабы и последствия. Кстати, поэтому авария и называется Кыштымской, потому что город Челябинск-40 на то время был засекречен. Поэтому катастрофе дали имя по ближайшему открытому городу Кыштым. Но как тогда объяснили эвакуацию десятков населенных пунктов? 13 тысяч людей не могли не заметить, что что-то не так. Обычно людям ничего не объясняли, но иногда в таких случаях говорили, что на этом месте нашли большое месторождение урана, и находиться здесь небезопасно. И многие в эту версию верили, однако полностью скрыть катастрофу оказалось практически невозможно, потому что для ликвидации последствий привлекалось значительное число людей. За рубежом об аварии на территории СССР стало известно уже через несколько месяцев. Страны не знали, что именно произошло, но понимание было благодаря радиоактивному выпадению осадков на территории ближайших государств. Только в 1976 году, спустя почти 20 лет, биолог Жарес Медведев сделал первое краткое сообщение об аварии в английском журнале New Scientist. При этом на родине факт катастрофы подтвердили только в 1989 году на сессии Верховного Совета СССР. Основными источниками об аварии являлись частично рассекреченные материалы. Да, документы были рассекречены, но точную цифру пострадавших не скажет никто. Оценки разнятся от 0 до 270 тысяч. В 1966 году было принято решение закрыть зараженные территории. Всей этой местности дали приятное название Восточно-Уральский заповедник. Хотя на самом деле это, конечно, зона отчуждения. Площадь этой зоны более 16,5 тысяч гектаров. Несмотря на то, что с момента аварии прошло много времени, до сих пор остаются места, в которых содержание радиоактивных нуклидов превышает фоновую концентрацию в сотни, а то и в 1000 раз. Это была очень сжатая история аварии на химзаводе «Маяк». Если хотите знать больше, то подписывайтесь на Patreon. Или посмотрите видео об утечке сибирской язвы из Свердловской лаборатории в 1979 году.